Обвинение против Павла. 5 дней спустя первосвященник Анания с некоторыми старейшинами и юристом Тертулом пришел в Кесарию, чтобы представить наместнику обвинение против Павла. Когда Павла ввели, Тертул представил обвинение против него. «Достопочтеннейший Феликс, мы всегда и повсюду с глубокой признательностью принимаем твои реформы на благо этого народа и благодарим тебя за тот прочный мир, который установился при твоем разумном правлении. Чтобы тебя более не утруждать, я попрошу тебя с твоей обычной добротой выслушать нашу короткую просьбу. Мы находим этого человека нарушителем спокойствия. Он зачинщик мятежей среди иудеев по всему миру. Он главарь назарейской секты и пытался даже осквернить храм, поэтому мы его арестовали и хотели судить по нашему закону. Но командир римского полка Лисий силой забрал его из наших рук, велев его обвинителям идти к тебе. Когда ты допросишь его, ты и сам узнаешь обо всем, в чем мы обвиняем его». Прибывшие с ним иудеи поддержали обвинение, заверив, что все сказанное истина. Защитная речь Павла перед Феликсом. Наместник подал знак Павлу, и тот начал защитную речь. «Мне известно, что ты уже много лет судишь этот народ, и я рад, что мне предоставляется возможность высказаться перед тобой в свою защиту. Тебе нетрудно будет удостовериться в том, что не больше 12 дней тому назад я пришел на поклонение в Иерусалим. Мои обвинители не видели, чтобы я спорил с кем-либо в храме, или же возмущал народ в синагогах, или в каком-либо другом месте города. Они не могут доказать обвинений, которые сейчас выдвигают против меня. Но я признаю, что поклоняюсь Богу наших отцов и следую пути, которые мои обвинители называют сектой. Я верю всему, что записано в законе и у пророков, и у меня такая же надежда на Бога, как и у этих людей. Надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть была всегда чиста перед Богом и перед людьми. После нескольких лет отсутствия я прибыл в Иерусалим, чтобы передать моему народу пожертвования для бедных и принести жертвы. Меня застали в храме, когда я совершал обрядовое очищение. Но там не было никакой толпы, никаких беспорядков, пока не пришли несколько иудеев из провинции Азии, которым и следовало бы представить здесь свои обвинения, если у них есть в чем меня обвинить. Или же пусть присутствующие здесь скажут, какую вину они нашли за мной, когда меня допрашивал Высший Совет. Может быть, я виновен в том, что выкрикнул там «Меня судят сегодня перед вами за надежду на воскресение мертвых?» Феликс, который был довольно хорошо знаком с путем, прервал слушание. «Я вынесу решение по вашему вопросу, когда придет командир полка Лисий», — сказал он. Он приказал сотнику содержать Павла под стражей, но предоставить ему некоторую свободу и разрешить его друзьям заботиться о его нуждах. Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой, иудеянкой по имени Друзила, и послал за Павлом, чтобы послушать о его вере в Иисуса Христа. Павел говорил о праведности, воздержании и будущем суде. Феликса это испугало, и он сказал: «Довольно на сегодня, ступай, но при случае я тебя позову». Он также надеялся, что Павел предложит ему взятку, и поэтому часто приказывал привести его и беседовал с ним. Прошло 2 года, и Феликса сменил Порций Фест. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Павла в темнице.